Призрак Цусимы, как и подобает хорошим и качественным произведениям, поднимает важные вопросы и темы. Честь, предательство, месть. Все это белыми нитками прошивает историю как главного героя Дзина Сакая, так и других персонажей. Ну и еще один любопытный вопрос, который я задал сам себе и хочу поделиться своими мыслями с вами. Призрак Цусимы. Призрак кто или призрак чей, если вы понимаете, о чем я? Многие, кто проходил игру, скажут: очевидно, о чем тут вообще говорить. А я скажу, что иногда хочется мыслить чуть шире и давать волю фантазии. Об этом всем мы поговорим в этом видео. Я Эд, а это история одного самурая. Поехали. Ты здесь со мной будешь сидеть? А кто тут у меня? Я тебя захуярил. Понял? Последние пару лет тематика и эстетика азиатских стран, а конкретно тема самураев, шиноби и всего вот этого, захватила меня. Не знаю почему, вот наитие такое пошло. Да захватило настолько, что я решил полностью поменять оформление канала, теперь моим маскотом является самурай с геймпадом. В комнате у меня висят картинки и постеры с азиатским оттенком. Прямо сейчас я сижу в футболке бренда Вакидзаси, и вот так вот потихоньку я, сам того не замечая, окружил себя вот такими мелочами. Но я не назову себя глубоким знатоком этой культуры, далеко нет. Я в этой теме дилетант и скорее люблю это в первую очередь глазами. Ну и соответственно мимо Цусимы я пройти точно не мог. Все-таки тематика и положительные отзывы о ней привлекли меня. И я ничуть не прогадал. Цусима — это одна из самых красивых и сюжетно интересных игр, которые я видел и играл. И я нисколько не преувеличиваю. Прохождение этой игры сродни отличной книге или качественно снятому фильму. Сценаристы очень умело вытягивают из тебя всю палитру эмоций, от ненависти и желания отомстить до любви и привязанности. Эти эмоции неразрывны с эмоциями главного героя. Ты со временем начинаешь себя ассоциировать с Дзином, что позволяет сюжету игры еще сильнее давить на твои болевые точки. И я хочу начать именно с этого. С эмоций, сюжета, с истории и метафор. И учитывая то, что игра вышла достаточно давно, в моем ролике будут спойлеры. Увы, но я не смогу полностью раскрыть все то, что хочу, без забегания вперед и отсылкам к концовке игры. Я прекрасно понимаю, что кто-то из вас еще не играл, что ж, тогда советую вам отложить это видео и вернуться к нему после прохождения. Итак, как и обещал, поговорим о сюжете и об основной проблеме, которая поднимается в игре. Сразу скажу, что все, что вы дальше услышите, это личное мнение и наблюдение автора, то есть меня. Видео не является обзором игры, к тому же игре исполнилось уже 5 лет с момента релиза на PlayStation, так что не ждите от меня детального разбора всего, что есть в игре, это уже давно сделали за меня. Здесь же я поделюсь тем, что сам подметил, что понравилось, общее впечатление и что, как мне кажется, имеет смысл рассказать вам. Сперва пару слов об экспозиции. Цусима, Япония, 13 век. Монголы приплывают на остров, дабы захватить власть, а Дзин, его дядя господин Симура и целая армия воинов-самураев готовятся эту атаку отразить, защищая свой дом. И с самого начала нам показывают самураев как доблестных, бесстрашных бойцов, готовых умереть за свой народ. Традиции, честь, отвага. В этом наша сила. Вот что значит быть самураем. Честь — центральная тема игры. Важнейшая и не такая однозначная. В свою очередь монголов-захватчиков нам показывают жестокими и подлыми, действующих грязно, словно животные. Не воины, убийцы без чести. Хорошим примером будут первые секунды появления главного антагониста Хотунхана. Как и подобает самураям, Адати представляется и пытается в дипломатию. Но о чем можно говорить с убийцами? Их оружие — это страх. На слова Адати о том, что он потомок легендарного предка, главный монгол молча обливает его чем-то горючим, поджигает и отрубает голову. Прямо на глазах у всей армии самураев. Хиронобу Адати, потомок легендарного Есинобу Адати, лишается головы. Почему нам важно запомнить, как нам демонстрируют самураев и монголов? Банально, но это очевидная демонстрация классического противостояния добра со злом. И в этой истории мы сможем увидеть противостояние не только внешнее, но и внутреннее. Давайте обратимся к воспоминаниям Дзина. Сад под красной листвой, где маленький Сакай обучался искусству боя со своим дядей. Здесь я отметил для себя визуальную метафору разделения Дзина на две части — самурай и шиноби.
Путь воина или путь убийцы? Встретить врага с честью или опуститься до его уровня? И именно в воспоминаниях Дзина нам дают понять, что дефиниция чести – штука субъективная. Что значит честь для тебя? Думаю, защищать людей. Тех, кто не может постоять за себя. В этом и кроется объяснение всему тому, что делает Сакай по ходу игры. Тот выбор, который делает герой, для него честь — это предоставить защиту тем, кто в ней нуждается. Для дяди же понятие чести слегка отличается. Мы должны служить господину, проявляя отвагу, цельность и власть над собой. Честь для самурая в понятиях дяди — быть неким камертоном, примером, быть преданным господину и заветом. Все перечисленное Симурой является основой кодекса самурая или бусидо. Скажите, если для главного героя понятие чести не совпадает с понятием чести, описанным в кодексе самурая, может ли он быть самураем? Если он готов нарушить приказ господина, но жертвуя собой помогать людям, спасать их от неминуемой смерти, кто он? Народный герой? Воин без чести или, может быть, предатель? Еще одна важная тема игры – предательство. Начиная от предательства бусидо, заканчивая предательством человеческим. По ходу игры мы постоянно будем встречаться с этим понятием. Давайте вспомним лучшего друга детства Дзина по имени Рюдзо, который прямо на наших глазах переходит на сторону зла, помогая монголам и Хотунхану. Хотя буквально еще пару мгновений назад два друга были готовы плечом к плечу сражаться с захватчиками. Далее история сансея Исикавы, которая рассказывает нам о его ученице Томоэ, что решила предать его и также переметнуться к монголам, да не просто воевать за них, а обучать их лучников. Не пройдем мимо и историю госпожи Масака, которая получила нож в спину от собственной сестры Ханы. Все началось еще задолго до событий игры, и причиной была зависть и ненависть Ханы за то, на какую несчастную жизнь Масака обрекла сестру, выдав ее замуж за пьяницу. Все это в итоге привело к желанию Ханы уничтожить весь клан Адати. И что самое интересное, во всех этих историях снова двойственность и неоднозначность. Игра постоянно заставляет нас сомневаться в правильности действий героев. С одной стороны, сансей Исикава был предан ученицей Томоэ, и все очевидно, но когда Дзин встречает Томоэ, она заставляет нас усомниться, что Исикава был божьим одуванчиком, и когда их разногласия достигали пика, Исикава даже пытался убить Томоэ. Ровно как и с Масака. Во время откровения Ханы мы узнаем о том, в каком аду жила Хана благодаря своей сестре. А что насчет Рюдзо? Друг, который на ровном месте предал Дзина. А может быть, трещина в отношениях появилась еще в детстве? Да, когда Дзин, будучи потомком самураев клана Сакай, одолел на турнире своего друга Рюдзо, у которого не было такой родословной, и выиграть в турнире было единственным шансом повысить свой статус, но он так навсегда и остался ронином. В японском обществе ронины считались униженными и бесчестными, потерявшими свое социальное положение ввиду отсутствия господина. И что в итоге мы получаем? Получаем вывод о том, что у всего есть причинно-следственные связи. У каждой мести, у каждого предательства есть причина. У каждой стороны есть обратная. Возвращаемся к Дзину и его внутренним терзаниям. К чему мы выше рассматривали понятие чести у него и его дяди. По ходу игры мы можем наблюдать, как меняется отношение Дзина ко всему происходящему. Он, как человек, непосредственно находящийся на поле битвы, постепенно начинает понимать, что одолеть такого врага, как монголы, можно лишь прибегнув к тем же грязным приемам, что и они. Что для эффективной и успешной борьбы, для защиты своего народа, для освобождения и спасения своего дома можно вырезать лагерь монголов, не выходя из тени. Такое количество захватчиков невозможно перебить в честном бою. У монголов нет понятия честного боя. Действия Дзина как прямая иллюстрация выражения «на войне все средства хороши». Он делает это не из садистских наклонностей. Это его и отличает от убийцы. Для него спасение своего народа любым способом и есть честь. С чем, конечно, не согласен Симура. Он готов подставить своих людей под удар и пустить самураев с катанами в мясорубку, где они будут попросту уничтожены хвачхами. Но встретить врага лицом к лицу и умереть для самурая честь. Оставаться верным господину под тонной земли проще простого. Именно поэтому фраза Дзина из конца игры лучше всего описывает весь этот абсурд.
У тебя нет чести. А вы стали ее рабом. Человек, можно сказать, в одиночку победивший опаснейшего и беспринципного врага, уничтожив предводителя и освободив остров от захватчиков, к сожалению, не имеет права называться самураем и достоин смерти. И я думаю, неспроста в финальной сцене с дядей на Дзине было одеяние Ронина. Нам дополнительно подсветили это визуально, что это последние минуты клана Сакай. Истории в этой игре не самые простые с точки зрения восприятия. Я, как человек сентиментальный и впечатлительный, в конце был готов пустить скупую мужскую слезу. Все эти истории пронизаны базовыми понятиями и близки многим. Несправедливость, гнев и злость, желание отомстить за родных. История Дзина Сакая не оставила меня равнодушным, и этот проект закрепился в моем личном топе. В завершении хочу дополнить свой спич относительно истории персонажей таким замечанием. Мне нравится, что побочные истории в этой игре служат для того, чтобы раскрыть других персонажей. Они не являются миссиями по типу «принеси, подай, иди нахрен, не мешай». Нет, парадокс в том, что во второстепенных сюжетах мы становимся второстепенными. Это истории не Дзина Сакая, это истории Масака, Юны, Исикавы и так далее. У Дзина есть своя история. Здесь мы помогаем другим персонажам в достижении их целей. Именно так и должны выглядеть побочные истории, как по мне. Что ж, отойдем от тяжелой темы к более очевидной и простой. «Призрак Цусимы» для меня — это игра контрастов, игра красок, как эмоциональных, так и визуальных. Визуальная составляющая игры действительно поражает воображение. Когда я впервые оказался в желтом лесу, я чуть с ума не сошел. Очень красиво. А все эти зеленые поля, по которым ты скачешь на лошади, да я готов облизывать монитор и руки тому, кто это придумал и сделал. И таких мест в игре немало. Поля красных маков или белых цветов, конечно же, леса красных листьев. Все это заставляет тебя оглядываться, вкушать каждый сантиметр, восхищаться. Природа, реки, горы, архитектура того времени. Я готов хвалить игру долго и абсолютно за все, честно. Я не увидел ничего лишнего, ни единого элемента. Все механики и детали отлично вписаны в сеттинг. Даже то, что, скорее всего, мало кто подмечает. К примеру, в игре нет привычной валюты, никакого золота, монет или денег. Учитывая события, которые происходят в игре, очень логичным и лаконичным решением было в качестве валюты сделать припасы. И вот ты уже не покупаешь или продаешь, а обмениваешь припасы, которые так нужны населению в это сложное время, на заточку своей катаны или улучшение доспехов. Еще одна крутая деталь, дающая плюс к иммерсивности, это ветер, указывающий путь. Нет никакого компаса, лишь ты, твой конь, катана и ветер. И в целом минималистичный интерфейс. Я такое очень люблю, а уж в такой игре это напрашивается само собой. Далее, отбивки, когда начинаются или заканчиваются задания. Хотя, если честно, Цусима для меня это одна из немногих игр, где у меня язык не поворачивается называть это квестами. Я хочу называть это историями. Потому что эта игра состоит из истории, а не из квестов. За это большущий лайк. Это у меня в сердечке. Так вот, отбивки очень крутые и стильные. Ты относишься к ним как-то серьезнее, нежели к очередному квесту в чек-листе, как это бывает в других играх. Мне кажется, что разработчики позаботились о мелочах, дабы в игру хотелось играть, проводить в ней время, а не просто пробежать и забыть. Еще к общему списку заметок я добавлю дубляж. Да, наш дубляж — это одно из лучших, что есть в игре. Он позволяет еще сильнее погрузиться в историю, воспринимая сюжет на нашем языке. Я реально кайфую от голоса Ивана Жаркова, который был создан для дубляжа подобного персонажа, как Дзин Сакай. Мое мнение, он звучит куда круче, чем оригинал. Ходунхан! Я Дзин Сакай, племянник господина Симуры. Я пришел отомстить за него. I am Jin Sakai, nephew of Lord Shimura. То же самое, кстати, скажу и о Симуре. Илья Исаев со своим тембром так точен, это 100% попадание в персонажа. Заслушаться можно. Хан идет на север. Мы его нагоним. Ты ослушался. Я сделал, что должно. Ради них. Ты хочешь, чтоб тебя помнили таким? Он защищал нас! Ценой ужаса и разрухи. Это война. И ты уподобляешься врагу. В плане дубляжа проделана большая работа, и я такие вещи очень ценю. Играть и слушать — одно удовольствие. Что ж, вот мы и подступаем к теме, без которой ни одна игра не игра.
геймплей. Я сразу хочу сказать такую вещь. «Призрак Цусимы» — одна из лучших экшен-РПГ лично для меня с точки зрения прокачки и боевки. Боевка здесь мне чем-то напоминает так называемую free-flow боевку, такая как в «Бэтмене», например. И вот здесь в целом иногда создается ощущение именно такого стиля из-за возможности парировать и доджить любой выпад врага из толпы, нажав вовремя нужные кнопки. Free-flow боевка делает сражения цельными, неразрывными, натуралистичными, ну или как в кино можно сказать. И вот тут как раз именно это, очень киношные драки. Речь и про обычные бои, и про дуэли 1 на 1. Вот они, кстати, просто выше всяких похвал. Аж ладошки потеют каждый раз, когда кадр переключается на руки Дзина и рукоять катаны. Только посмотрите на эти кадры. Клянусь, каждый раз я будто бы лично участвую в этих сражениях. Пускай это звучит банально, заезжено, да, именно поэтому это лучше один раз ощутить, чем 100 раз про это услышать. Ну и нельзя не отметить стелс, и то, как игра снаряжает тебя для этого стелса. Это и привлечение врагов как по одному, так и толпой. Это и скрытные убийства от одного до нескольких противников. Это и дымовая бомба, которую можно использовать по-разному. Игра здесь на все 100% оправдывает слово «призрак» в названии. Действительно, ты становишься настоящей тенью, невидимкой для противника. Вырезаешь целые лагеря незаметно и бесшумно. А если еще и одеться во все черное или дождаться облачения призрака к концу игры, то все. Это сразу плюс 100 к эффектности. Я редко когда шел в открытые бои. Я выжимал из стелса максимум. А я напомню, что я плох в этом деле, но к концу игры я был просто неудержим. Мне не хотелось останавливаться, я не мог пробежать мимо какой-то территории, которую захватили монголы. Я как настоящий ниндзя бегал по крышам и сражал противников ударом сверху, закидывал их дымом и разбирался с ними, пока они были оглушены. Это просто восхитительно. И я уверен, что найдется кто-нибудь, кто скажет, что нет ничего особенного в этом стелсе. Но камон, люди, я кайфую не от сухой механики, а от всей композиции. Недавно я получил в Threads вот такой комментарий. Пробегал первый акт, открыл все стойки, мир большой, но пустоват, поединки 1 на 1 вроде бы интересные. А чем вам эта игра, собственно, так нравится? И вроде никакого негатива нет, но я не совсем понимаю таких геймеров, правда. Рассматривать современные игры только с точки зрения механик... Нет, я с таким подходом не согласен. Я не осуждаю, но мне не понять. Даже самая базовая механика может подкрепляться деталями лора и настолько гармонично вписываться, что начинаешь получать от нее удовольствие. То же самое и про стелс здесь. Это не просто возможность скрытно убивать противника. Ты призрак, о тебе и твоих похождениях начинает ходить молва. Люди воодушевлены, что призрак защитит их и покарает обидчиков. И вернувшись к комментарию с Threads, человек написал: «Сюжет, атмосфера, вайб — это, конечно, хорошо, но все это мы уже видели не раз. А вот для меня это безумно важно. Такие игры, как Цусима, нельзя рассматривать, откинув сюжет и атмосферу. Возьмите любую сюжетно-центричную игру и откиньте сюжет и атмосферу. А это картинка и музыка, кстати. Получим просто набор механик. Мне вот так неинтересно играть. А вам? Но в любом случае, получая такие комментарии, я убеждаюсь, что каждому свое. Никакого осуждения, если свое мнение человек высказывает адекватно. Мы можем не сходиться во мнениях, мы можем о чем-то поспорить, хотя это не имеет смысла, ведь о вкусах не спорят. Поэтому я играю в то, что мне нравится, и никого не слушаю. Игры созданы, дабы доставлять нам удовольствие. Ну и вы не расслабляйтесь, жду вашего мнения в комментариях. Что ж, напоследок я оставил мои размышления о том, почему игра называется «Призрак Цусимы». Возможно, это станет традицией в моих видео, можно назвать это блоком «Теория заговора», потому что здесь исключительно мои фантазии. На первый взгляд, Ghost of Tsushima — это просто эпичное название. Но за ним может скрываться куда более глубокий смысл, отражающий не только историю Дзина Сакая, но и саму суть перемен, которые происходят на острове. Сами разработчики отвечают на этот вопрос довольно ожидаемо. Название отражает ключевой образ главного героя — самурая Дзина Сакая, который становится легендарным призраком Цусимы. То есть некое метафоричное превращение главного героя в призрака, таинственного защитника, который действует вне рамок традиционных правил самурайской чести. Именно с этого я и начал свои рассуждения. Кто этот призрак? Как мы уже поняли, Дзин Сакай — тот самый призрак Цусимы. Когда он отказывается от самурайских традиций и начинает использовать методы партизанской войны, он становится чем-то большим, чем просто воином. Он — символ страха для монголов, ведь его удары непредсказуемы, а смерть приходит из тени. Он — призрак для своих соратников, ведь прежний Дзин Сакай
верный кодексу Бусидо, больше не существует. Он — призрак прошлого, который ходит по руинам старого мира, где честь значила больше, чем победа. Чей это призрак? Но если копнуть глубже, можно спросить, а чей это призрак? Призрак умирающей эпохи. Самураи теряют власть, а идеалы чести уходят в прошлое. Дзин — последний осколок уходящей эры. Призрак разрушенной Цусимы. Остров усыпан телами павших, и их тени будут вечно следовать за главным героем. Призрак справедливости. Когда закон бессилен, люди создают свою правду, даже если для этого нужно предать все, чему их учили. И напоследок еще больше фантазий. Почему был выбран именно призрак? Почему не тень или просто воин? Может, потому что Ghost — намек на театр кабуки. Кабуки — это традиционный японский театр, считается важной частью японской культурной традиции. И часто в сюжетах кабуки центральное место занимают демоны, призраки и духи. В японском фольклоре призрак умершего человека известен как юрей. Юреи часто становятся персонажами страшных историй, бродящими по земле в поисках мести. И вообще, такие темы, как месть и карма, часто фигурируют в пьесах. Как вы думаете, друзья, имеют ли право на жизнь такие теории? И вы вообще часто задумываетесь, почему та или иная игра названа именно так? Пишите это в комментариях, а я с удовольствием почитаю. Да, ролик, наверное, получился долгим, но я очень надеюсь, что это того стоит, и вы, прежде всего, получили удовольствие от его просмотра. На этом все, ребят. Ну а ролик я закончу фразой Сансея Исикавы. Убийца должен владеть оружием, самурай должен владеть собой. Всем пока.